Хотели бы вы вернуть СССР? Я только об этом и мечтаю. Артек. Артек. Нас отправляли в Артек за отличную учебу. Как вам было в СССР в тот период? Супер. Детские лагеря, все, поездки, командировки бесплатно. Обучение, все было просто супер. Лично мне хорошо. В целом хорошо. Ностальгия по СССР есть, по душевным качествам и по нравственным, по моральным. Это как бы педалировалось лучшее качество человека, воспитывалось это в людях, в детях, в нас, в школе. Поэтому не было такого сильного расслоения, как сейчас. И чувство справедливости было всегда. Сейчас этого чувства нет. Ну так, в среднем. Так, чего-то не хватало, чего-то хватало, там так, сплошной дефицит. Ну а так, ничего хорошего, в принципе. Молодость была. А так, в принципе, ничего хорошего не было. Нам было в СССР свободно и хорошо. И, в общем-то, вот такого, чтобы вот так автозаки у нас не стояли. Полиции не было так, чтобы милиция. У нас была такая вот, по этой ситуации, если смотреть, то мы могли шутить так: моя милиция меня бережет. Так действительно и было. Сейчас можно всякие были извращенцы, могли там, то все. Всякие это были люди, это есть люди, недостатки были, но в целом мы жили свободно. Ну, мне кажется, что неплохо было у нас в СССР. Пионерская организация, комсомольская организация. Как бы здорово было. Пионерские лагеря. Что еще там? Свет, вспоминай. Агитбригада, бесплатные пионерские лагеря, путевки, да, Артек. Артек. Нас отправляли в Артек за отличную учебу. В основном очень хорошо. В основном очень хорошо. И я, например, считаю, что у меня было счастливое детство и юность. Вот так, да. И я тоже самое, я тоже присоединяюсь к этим словам. Это все соответствует, что детство и вот этот период, он незабываем, и вот лично я, конечно, очень ностальгически вспоминаю те времена. Есть что-нибудь, о чем вы вот скучаете из того времени, ностальгируете, что-то конкретное? Знаете, прежде всего по отношениям между людьми. В них было больше человеческого, больше было правды, искренности, доброты, стремление помочь. Вот это было настолько естественным. Вы понимаете, вот этот вот кодекс строителя коммунизма: человек человеку друг, товарищ и брат. Да, конечно, бесплатная вода. Почему мы за нее должны платить? В СССР было все бесплатно, фонтанчики, которые стояли в парках, все было бесплатно. Не, ну порядок какой-то был, конечно, чем сейчас вот такой беспредел творится, который власти как бы не замечают это, хотя это все видно вот на поверхности, что происходит. Вот, например, ну вот при СССР не было, например, в Москве вот этих вот гастарбайтеров, которые уже всех достали. Вы, надеюсь, со мной согласны? Да. Да. Власти это не замечают абсолютно. Ни Собянин, ни Путин. Это не их проблема. Это проблема народа, который должен жить и мучиться среди этих. Я считаю, Москва сейчас оккупирована бандами этих гастарбайтеров нежелательных, которые здесь абсолютно чужие люди. Им здесь нечего делать. По честности. По честности, прежде всего. Вы знаете, я прошла такое детство, вот у меня мама рано заболела, я, собственно, была ребенком государства. То есть я ходила на станцию НАТОВ, я много занималась спортом, спортивная школа, все это было бесплатно. Причем, если у меня рано выявился ревмокардит, меня никто из школы не выключал, из спортивной, меня просто чаще проверяли в спортивном диспансере. И я не скучаю не для себя опять все нахожу много интересного, а я просто жалею нашу молодежь. Они не видят того, что видели мы. И, кстати, да, неправильно говорили, что у нас был железный занавес. Я в советское время ездила по туристической и в Болгарию, и в Германию ездила, и в Грецию. Так что сказать, что вот и работала слесарем в Горгазе, начинала свою работу, и получила образование, все бесплатно, и получила кандидатскую степень.
И у меня не было никаких-то, чтобы заходить со двора или что. Вот об этом я теперь не понимаю. Да, было у нас такое слово, может быть и плохое, что говорили, не купил, а достал. Был какой-то дефицит. Но знаете, вот от этого дефицита, может быть, даже еще лучше спортивный интерес был, что надо было заработать, что-то купить, да. А так вот я только больше жалею молодежь. Спокойнее было, мне кажется, чем сейчас. Сейчас каждый день, каждую неделю что-то новое происходит. Тогда как-то было более-менее стабильно, безопасно. Но не сейчас не сказать бы, что опасно, но все что-то происходит еженедельно. Что-нибудь да новое, фишки в новостях, сами знаете. Да, страна большая была. Очень большая страна была. Представляете, 15 республик. Помимо этого, жили дружно, все хорошо было. Да, знаете, кстати, Ким Бессенджер, Генри Бессенджер, госсекретарь, бывший секретарь США, он написал книгу, и в том числе написал, что мы уничтожили уникальный заповедник Советский Союз, где создавали человека нового типа. У нас был секс, у них любовь. Они могли отдавать жизнь, не задумываясь за родину. Они были беднее нас материально, но они были намного духовнее выше нас. И сейчас, так сказать, этот человек практически сошел на нет. Вот с этим я абсолютно согласна, потому что я вспоминаю. Мне кажется, нет. Мне кажется, мы сейчас тоже в замечательное время живем, такое интересное. Перемены постоянные, что-то новое меняется. Тогда, может быть, немного что-то было такое, как сказать, больше архаизма было и постоянно, стабильность, ничего не меняется. Ну, как все течет и течет плавно. А сейчас все как-то более динамично и здорово. Ну, может быть, какой-то патриотизм раньше был более развит, чем сейчас. Больше, наверное, гордились своей страной. Она на то время была очень большой, в отличие от нынешнего времени. Вот этого, наверное, больше не хватает у нынешней молодежи, именно патриотизма. Я так считаю. Хотели бы вы вернуть СССР? Я только об этом и мечтаю. Я хочу, что люди сейчас просто хотят, чтобы забыли все хорошее. И я думаю, что мы вернем. Ну, на самом деле, это правильная модель экономики была, плановая. Да, то есть не было вот этой гонки за деньгами, люди были добрее, поэтому было бы, конечно, здорово, но уже это не вернешь, уже народ поменялся, поэтому как-то так. Нет, наверное. Нет. Наши родители, возможно, мы нет, мы уже жители другого времени. Нет, ни в коем случае. А почему? Почему? Ну, тогда было, мне кажется, такое ограничение во всем. То есть вот шли по прямой дорожке. Сейчас больше у людей возможностей, конечно. Да нет, уже куда ворачиваться-то, уже это не получится. Да, конечно, ностальгия есть, спора нету. Так что вот так вот. Однозначно нет. Я думаю, нужно жить с ногу со временем. Наверное, нет. Да, нет, пожалуй. У нас своя дорога. У каждого своя дорога. Вы знаете, в каждом моменте есть и положительные, и отрицательные стороны. Не бывает так, чтобы было только положительное. Я, конечно, не идеализирую свое время. Но положительные моменты Советского Союза я бы хотела вернуть. Чтобы они нам вернулись. Вот опять-таки, возвращаясь к справедливости, к воспитанию детей, чувство патриотизма, которое у нас старались воспитать. Сейчас у молодежи этого нету. Нет, может быть, есть люди осознанные. У нас молодежь сейчас замечательная. Я просто иногда порой удивляюсь, насколько они и развитые. Но это благодаря, видимо, какой-то все-таки тоже свободе, то, что дается сейчас. Раньше немножко более ограничивалось. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что иногда эта цензура, ограниченность, она иногда была полезна даже в сравнении с тем, что сейчас творится. Но сейчас как-то все перевернулось, это не только у нас, и я думаю, что за границей. Черное стало белым, белое черным, то есть нет вот такого положительного, как тогда было, как я считаю. Вы знаете, вот с точки зрения мощности государства, его внедренности во всю мировую политику, безусловно, да. А с точки зрения постоянного непрерывного ношения вот таких вот чемоданов без ручки, как Прибалтика или Западная Украина, это, наверное, нет. Вы знаете, не вполне. Я вообще-то родилась и выросла в Сибири. Там народ был счастлив вот именно работать и творить.
Вот, когда мы переехали сюда, в Москву, я удивилась, что, в общем-то, в одной стране можно жить совершенно по-разному. Но если сравнивать с нынешним временем, то, вы знаете, товарищи, сейчас вообще ничто не вдохновляет. Возврата, конечно, быть не может, но мы должны взять самое хорошее оттуда и идти вперед. А вот так, чтобы вот назад и все то же самое, такого нет и быть не может. Просто переход из СССР вот, в Российскую Федерацию, так сказать, должен был проходить другим путем. Вот. Тут вот наломали столько и уничтожили много хорошего настолько, что я не знаю, будет ли это поправимо. Вот. Все.